Дорогие люди, я хочу дать вам один дельный совет в этой жизни. Никогда не гоняйтесь за любовью. Настоящая любовь, она сама приходит. И любит вас не за ваши деньги, не за красоту, любит вас не за что-то еще. У вас может быть отсутствие двух ног, но вас будут безумно любить. У вас может быть самая добрая душа, сердце, вы можете раздаривать, сыпать подарками, а человек будет вами пользоваться просто. Просто использовать вас. При этом говоря, что безумно вас любит. Любовь – это обманчивое чувство. Человек, который ищет любовь всю жизнь, он всегда проигрывает. Давайте скажем честно. Мне вот сегодня задали вопрос, и это привело меня к одной мысли, я решила поговорить на эту тему действительно. Когда я читала свои книги маме, которые я говорю, что я пытаюсь издать который год, но, видимо, всему свое время. Нужно, значит, дозреть до этого, пересмотреть, где-то подправить. Она сказала, ты знаешь, ты очень хорошо пишешь про... Ну, у меня в основном тематика древнего времени, поскольку я историк. Хорошо пишешь про войну, стратегию ведения войны, чуть ли не как бы ты там была. Честно говоря, я представляю эти сцены, и вот, пользуясь случаем, злоупотребляя своими умениями, да, знаниями, я просто могу восстановить картину того боя, который происходило. И потом вот как бы удивляюсь, как же так подробно описано. Ну, вот таким образом. Что ты хорошо пишешь про интриги двора, ты хорошо пишешь борьбу за трон, но почему-то вот про любовь у тебя, ну, никак не получается написать. Ну, нету. Если есть в двух каких-то намеках, так жестко, жестоко, и все. А как может человек писать о том, чего у него не было? Это ж невозможно. Мне сегодня сказали, что мне очень мало любовных ритуалов. Да, это так, правильно заметили. Я просто не считаю любовь самой основной и единственной главной целью в жизни человека. Я считаю самоутверждение самое главное. Самое главное, дорогие женщины, это создать карьеру, быть независимым, иметь свой дом, свои деньги. Чтобы когда встретишь подонка, и который будет тебя каждый день выгонять на улицу, плюнуть на него и сказать, да пошел бы ты ко всем чертям собачьим. Отвернуться и уйти в свой дом и жить спокойно. И не слышать и не видеть это существо. Никогда не надо бороться за того, кто за себя не борется. Никогда не нужно верить, что кто-то поменяется, что кто-то станет лучше, что тот, который изменял, перестанет изменять, что тот, который пил, перестанет пить ради вас. Человек должен все делать в этой жизни ради себя самого. Изначально ради себя только. А только потом ради вас, ради ребенка, ради кого-то еще. Никогда не нужно рожать детей, чтобы привязывать к себе мужчину. Это очень большая глупость, это тупость. Мужчину невозможно привязать детьми. Мужчина иногда уходит к чужим детям, становится им отцом, свое бросает. Если он не любит женщину, он и детей этих не любит. Так создан мужчина. Редко один из миллионов, что настоящие отцы. Вот я перед ними снимаю шляпу, но их очень мало, очень. Как правило, мать несет ответственность за своих детей всегда. Как будто только она обязана это делать, и все. Не гоняйтесь за любовью. Всегда, когда вы гонитесь за любовью, вы рискуете потерять все в своей жизни. Просто все. И я уверена, что у многих сильных женщин так и было. Сколько раз они доверяли мужчинам, столько раз они начинали с нуля свою жизнь после. Разбитые, уничтоженные, растопченные, оплеванные душой. Любовь должна быть такой. Я диктую правила, я говорю. Мне это надо, это мой дом. Не нравится? Чемодан в зубы и закройте дверь с той стороны. Жестко звучит? Может быть, 15-летние, 19-летние девчонки меня не поймут.
А вот женщины за 30 прекрасно меня понимают сейчас. Сколько было жертв ради них. Сядьте, подсчитайте, сколько денег вы растратили на них. Сколько вы им дарили всего, пытаясь окружить их самым лучшим, самым качественным, самым прекрасным. И что вы в ответ получили? Издевательство, измену, грязь, нож в спину, высмеивание, безразличие. Если человек оставил тебя больной и уехал по своим делам, якобы очень важным, брось его к черту, он тебя не любит. Потому что всегда судите по себе, что бы я сделала в этой ситуации. Вы бы уехали, если бы он болел? Нет, остались бы с ним, отменили бы все. Почему? Потому что любите его. И не упрекли бы его в этом, а помогли бы встать на ноги, потом бы уехали по своим делам, если надо. Вы любите, и вы бы это сделали, так? А он не сделал, но говорит, что любит. Значит, он не любит вас. Если вы проводите его до вокзала ночью, и он куда-то улетает, а вы одна приезжаете домой, бросьте этого мудака к черту. Почему? Потому что в такси тоже всякое может случиться с женщиной. Если он не подумал об этом, значит, ему чихать на вас. Если он забирает у вас деньги, берет, вы помогаете, а он не спрашивает, на что тебе хлеб купить завтра. Пошел он к чертям. Значит, он не любит вас. Вы знаете, одному человеку задали вопрос, что такое любовь? Жена спросила. После 40 лет счастливой жизни. И он сказал, помнишь, когда мы еще были студентами, ты пришла домой, я тебе поставил обед. Ну вот как-то он напомнил этот день. Она сказала, да. А что? Дело в том, что в тот день, кроме того, что вот я тебе поставила на стол, больше нечего было есть. Но я тебе сказал, что я уже поел. Вот она прослезилась и его обняла. Вот она любовь. Понимаете? И любовью не называйте то, что я хочу себе то, мне надо это. Уважайте себя, женщины. Любовь приходит после уважения. Если тебя не уважает человек, если тебя унижает при других, если поднял на тебя руку, если этого человека, которому ты дала миллион раз шанс, ничего не исправит, и могила в том числе, все, до свидания, живи своей жизнью, не портьте себе судьбу, не надо. Задавите в себе эти чувства, проплачьте день, два и забудьте. В этой жизни можно простить все. И ревность, и глупость, и совершенные безумства, и всякая ерунда. Единственное, чего нельзя простить, безразличие. А когда человек не спрашивает, что ты завтра поешь, есть ли у тебя на хлеб, когда человек не спрашивает, на что ты живешь, после того, как берет у тебя определенные суммы, если человек не спрашивает, как ты себя чувствуешь, если человек способен прийти ночью пьяным, устроить тебе до утра концерт, и потом самому упасть, захрапеть, как свинье, а ты должна пойти на работу и работать, тащить его, этот человек вас не любит, он вас использует. И самое приятное для него – это создать ауру любви, любящего человека. Вот эту тупость бьет, значит, любит, придумали загнанные, забитые дуры во утешение себе. Если у вас есть материнское начало, если вы мать, а не самка, вы никогда не позволите своему ребенку расти в такой атмосфере. Лучше ему быть без отца, чем с таким отцом. Я все время слышу слова во имя детей, ради детей, не ради детей, а ради вашего переднего места, извиняюсь. Вы остаетесь с ним. Значит, вам нравится вот это животное отношение. Избил, сделал свое 20 раз, и вы счастливы. А вы знаете, что вы потеряете при этом детей? Если вам так нравится секс, то найдите где-нибудь еще. Или вы думаете, что он единственный самец на этом свете?
Найдете вы это. Не стоит ради этого купить судьбу детей. Когда-нибудь они плюнут вам в рожу, и потом вам в могилу плюнут. За то, что вы не были им матерью. Самое главное предназначение матери – это защитить свое дитя. Защитить и от таких тварей в том числе. Если ты сейчас слышишь меня, у тебя дома такая тварь валяется, а ты ради детей терпишь, то ты сама тварь. Потому что ты не жалеешь того ребенка, который вырастет в этом всем и будет ненавидеть либо всех женщин, либо всех мужчин, и тебя в том числе. Потом не жалуйся, что ты одна, и дети тебя не посещают, потому что ты тварь. Ты была тварью. И ради постельных утех сломала им судьбу. И ты хочешь, чтобы твои дети это оценили? Что они должны ценить? Или ты была загнанной курицей, у которой нет мозга дальше своего клюва смотреть и понять, что есть другая жизнь, и можно это поменять. Да беги хоть на вокзал. Ты что думаешь, люди тебе не помогут? Когда некуда деваться, и выходишь, просто кричишь на улице: помогите кто-нибудь. Обязательно помогут. Люди не все злые, не все скоты. Каждый из них прошел в этой жизни что-то. И способен понять другого человека. Если ты будешь грызть зубами ради своих детей, тебе эти городские органы могут и общежитие дать, и тогда лишь бы ты заткнулась, уже не доставала их своими жалобами. Сделай это хоть что-нибудь ради своих детей, ради себя. Через некоторое время ты поймешь, что ты ушла из ада, и ты живешь нормальной жизнью. И не повторяй этот ад больше в своей жизни, потому что мы склонны повторять свои ошибки. Мы очень склонны. Мне часто пишут женщины: один раз вышел, он там пил, бил, второй раз вышел, он такой же, третий раз вышел. Не ищите тоже дерьмо по разным горшкам. Подождите. Дайте себе остыть. Мне называют жесткой, жестокой. Да, я такая есть. А как отвечать женщине, которой ребенок инвалид, а эта тварь, уже которого сожителя кормит за пенсию этого ребенка, когда эту пенсию может использовать, отдавая его специальной школой, нанимая ему какого-то тренера, который его поставит на ноги. Реальные врачи это говорят: но там нужны средства, а эти средства дает государство ей. Но она за эту пенсию кормит, поет быков, чтобы они ее оприходовали. А потом говорит: ой, у меня там, знаете, вот я хотела любви. Я говорю: иди к чертям. А иногда вообще нахер посылаю, потому что она тварь. Я таких называю шлюхами моральными. Зачем вы меня оскорбляете? Вы же не знаете всей сути. Я знаю твою блядскую суть, мне этого достаточно. Потому что если бы ты была матерью, ты бы так, как сука, не поступала. Мать берет у других ради своих детей, для них приносит. А ты у своих детей отрываешь, отдаешь этим мудакам. И хочешь, чтобы я тебя похвалила и поняла: ой, те же любовь. Вас знаете, кто понимает? Те, которые вас хорошо дуют. Вот эти аферюги, к которым вы ходите. Да, любовь, у вас кармическая связь, надо вас соединить, дайте денег. А потом не берут телефон, а потом посылают вас нахер, и на этом все заканчивается. Они добрые очень, они вас понимают, что у вас любовь в одном месте началась. А я не понимаю. Вот такая я. Жестокая, жесткая, нехорошая. Меня одна задала вопрос мне: скажите, пожалуйста, а вы никогда не любили? Я просто вот слушаю и думаю: вы, наверное, не любили. Нет, детка, я как раз любила. Может быть, сильнее, чем вы все вместе взятые. Поэтому я знаю цену этому чувству. Вот именно потому, что я любила, я знаю, что когда ты любишь, то страшнее всего разочаровываться потом. Любовь – это хорошо. Любовь, взаимоуважение. Человеку дана любовь для продолжения рода, для создания семьи. Семья, община, род – это множество сил, множество рук, множество интеллекта, который помогает человеку выйти из ямы. Конечно, в одиночку тяжелее. Я согласна с вами. Но лучше ждать настоящей любви, которая начинает с уважения, с дружбы. Если человек вам не друг,
какой бы он ни был, там, страстный любовник и яркие там какие-то маневры не творил в постели, если он вам не друг, этот человек вам ничего хорошего в жизни не даст. Он должен для начала быть другом, возле которого вы можете человека убить, и вместе с вами отнесет и в лесу бросит. Пример жуткий, конечно. Но я просто говорю, и не выдаст под пытками. Вот это друг, понимаете? Когда ты в жизни в трудной ситуации, и вместо того, чтобы он сказал, решай свои проблемы сама, что ты из-за этих проблем со мной на меня наезжаешь, у тебя вон проблемы, а ты из-за этого со мной ругаешься, это не друг, и не любовник, и не муж, это мразь. Друг и любовь – это тот, который подойдет и скажет, да не переживай ты так. Ну что ты так волнуешься? Я же с тобой. В конце концов, если что, мы это решим. Не бойся, все будет хорошо. Я такого друга встретила, то есть таких друзей супруга встретила в банке, когда муж, вот я не могу забыть, деревенские простые люди, мне было где-то лет, может быть, 20, я не помню сейчас точно. И я пошла в банк, я не помню почему, что-то там надо было нам оформлять, какие-то, да, карты оформлять по работе, в общем. И мы стояли в очереди, и приходит такая крестьянская семья. Они зашли куда-то, где кредитные, вышли. Видимо, муж не то подписал тогда, или что. Они пришли, думали, что закроют кредит. Оказалось, что на них еще там сколько понавесили. Ну, как у нас банки любят-то. Мелко так, мелким шрифтом пишут, самые основные. И человек, ну, наивный, пока он там у них же тысячи этих способов обдурить. Они же самые великие аферисты, финансисты. Это ж цыганам они 10 очков вперед дадут. И они отвлекают, разговаривают, человек подписывает, потом оказывается, что он после того, как закроет, еще должен там 20 тысяч отдать и с чем-то. И, видимо, вот их так как-то обдурили, и выходит вот лет 50, что ли, вот этому мужику. И он стоит такой весь растерянный, и жена говорит, Сергей, ну что ты так переживаешь? Ну продадим 3 свиньи, да отдадим, ну и хрен с ним, ну будем без сала в этом году. Ну что ты так переживаешь, Сережа? И вы знаете, этот мужик заплакал. Он так на него посмотрел, вот за эту поддержку. Что она не сказала, дурак ты, зачем ты подписал, вот я же тебе сказала, не надо было, ты же должен был меня позвать. Она сказала, ну ничего страшного, свиней продадим и отдадим, что ж ты так переживаешь? Вот это друг. Понимаете, где друг, где любовь, вот друг. Друг это не тот, который говорит, это твои проблемы, отвернулся и ушел. Не обманывайте себя, люди. Не нужно выдавать за фальшивку, то есть за любовь фальшивку. Французский писатель, все, я забыла его имя. Де Бальзак, по-моему, сказал, если я не ошибаюсь, правда. Истинная любовь одна, а подделок под нее тысячи. Это любила повторять Екатерина Великая. Вы знаете, как она любила? Эта женщина как любила, никто не умел любить. И любила она именно Орлова, который был пьяница, гуляка, изменял ей, даже бил ее, поднимал на нее руку. И когда она стала могущественная, она одним махом от него избавилась. Она даже говорила, что я так боялась, этот человек был способен на все. Я попросила усилить охрану возле дверей. И пишет, сколько я проплакала в тот год, никто столько не плакал. А следующие ее любовники уже были ее просто государственные деятели, партнеры, друзья и не более того. Она говорила, я своих мужчин и собак держу в своих покоях. Сравнивала. И правильно делала. А потом откупалась от них деньгами. Дарила им поместье, деньги и пошел вон. Все. Ты уже здесь не нужен. Самый длительный любовник был Потемкин. И тот был его уже партнер, уже друг, соратник. И потом она открыто изменяла ему, открыто держала фаворитов. Он спокойно к этому относился, не роптал. Ну, в общем, у них была как бы взаимовыгодная связь. Вы не замечали, что люди
который много раз проходит в жизни такой нехороший любовный опыт, потом они делают следующее. Видятся раз в месяц, видятся раз в неделю, освежая свои чувства. Почему? Потому что они глупости творят не друг у друга перед глазами. Они делают плохое не друг у друга перед глазами. И тем самым нет разочарования, нет отвращения друг к другу. Просто видится, когда ты идешь в гости, ты идешь самый одетый, обутый и готовый. Вот они проводят день-два вместе, там, в романтической обстановке, и расходятся каждый по своим делам. Наверное, это освежает. Это страх, это ужасный страх опять потерять. Опять потерять. Конечно, любят вопреки всему. Конечно, тяжело, когда ты любишь, а человек якобы тоже делая вид, что любит, мучает твою душу. Конечно, больно. Но чувства, как даются, так могут и уйти обратно. Не становитесь жертвами чувств. Чувства обманчивы. Придет момент, вы возненавидите и себя, и его за то, что позволили сломать вам жизнь. Потому что жизнь у нас один раз дается, люди. У нас нет запасной жизни, чтобы сказать, ну хрен с ним, в этой жизни как-нибудь помучаюсь, а вот в следующей жизни совсем по-другому будет. Нету другой жизни, не будет. Это одна жизнь. Помучились, прошли, увидели, что это все пустота и хрень собачья. Все, живите дальше. У нас известная певица, да как же я забыла, советских времен. Ёхарный трындец. Ну, я не помню. В жизни знаменитых людей, когда у нее спросили, как вы выбрали любимого человека, ведь он же, как бы, ну, у вас было столько поклонников, она сказала, по-моему, Толкунова. Нет, не она. Надежда Румянцева, вот. Не певица, а актриса, извиняюсь. Кстати, они прожили до конца жизни душа в душу. Она сказала, что когда я увидела, что он перебирает мелочь для того, чтобы купить мне кисть винограда, потому что я любила виноград, я, говорит, стою, наблюдаю вдалеке, он меня не видит. И он на рынке стоит и считает копейки, хватит ли ему, чтобы мне виноград купить. Она говорит, я побежала домой, расплакалась. И после этого я не отказывала ему в свидании, вышла за него замуж. Я поняла, что это тот человек, который меня будет любить. Неважно, какие у меня богатые были поклонники, этот человек меня обожал. Вторая актриса-певица, вот, боюсь, не помню, я потом видео напишу, потому что бывает, что под моментом хоть убейся, не помнишь и все. Она говорила, я настолько разочаровалась в мужчинах, что когда подходит ко мне, начинает, вы знаете, после концерта там молодые мужчины. Ой, вы знаете, мы так вас обожаем, вы такая прелесть, вы для меня смысл жизни. Она говорит, я машу головой, улыбаюсь мило. А сама смотрю на зал и думаю, надо мне там поменять завтра платье на такое-то, надо сценический образ менять, сцену надо. Я, говорит, абсолютно даже не слушаю, что он говорит, потому что я настолько знаю, что это все самые дешевые фразы на земле. Конечно, мне жаль. Я завидую женщинам, вот я завидую им действительно доброй завистью. Хотя говорят, доброй зависти нету, да, нету. Я завидую черной зависти, пускай так будет. Завидую им. Тем, которые нашли друга. Действительно друга, человека, который не говорит, что любит, забирая у вас последнее. Не говорит, что любит, не ценя ваши подарки, вашу любовь, внимание. Не говорит, что любит в тот момент, когда вы умираете, а он себе пошел гулять. А такого друга, который действительно друг, который принесет тебе чай, когда ты болеешь, который с горем пополам пожарит котлеты, чуть ли не спалив кухню, но пытаясь тебе понравиться. Таких мужчин не ругайте, женщин. Никогда. Вот их детское желание вам понравиться, что-то сделать, угодить, похвалите, воспримите это по-людски, потому что такие люди, они очень большая редкость. Который пытается наивно как-то угодить, что-то сделать, не знает, как вам помочь, чтобы вы, не знаю, чтобы вы не болели, который пытается как-то с чего-то
Пусть это наивно, пусть это смешно, это по-детски, но это искренне, это действительно так, потому что это настолько редкость в наше время, в мире таких заядлых, продуманных подонков, настоящее наивное детское желание любящего мужчины, это вот. И не теряйте таких людей ради общественного мнения. У меня был такой друг, который мне один раз в студенческие годы купил туфли на 4 размера больше. Я не знаю, почему ему казалось, что у меня вместо ног лыжи, но он принес с таким наивным видом, мне их подарил. К сожалению, я тоже тогда восприняла, что если я не особо-то и люблю, да, мы ищем страстных мачо, а мачо нет на самом деле, и рыцарей тоже нет. Потому что рыцари в средние века умерли, не оставляя потомства. Они то погибали на войне, то не успевали создавать семьи. Рыцари не ищите, их нету давно уже. Я беременная стояла как-то в автобусе, и полный автобус, и молодые мужчины сидят спокойненько. Я уже практически этим животом чуть ли не в лицо ему тыкаюсь. И женщина сказала: молодой человек, уступите, пожалуйста, место девушке, она же беременна. И он с такой рожей сказал: ну и что, может, я тоже беременный. Ну вот мы дожили до таких мужчин уже. Беременных. Подумайте, задумайтесь над моими словами. Не поганьте себе жизнь. Лучше пусть тебя любят, валяются у тебя под ногами, обожают. Любой твой каприз просто считают за величайшее приказание. Чем ты будешь любить, валяться в ногах, отдавать всю себя, а в итоге останешься ни с чем. Потому что чихал он на твою любовь. Создавайте карьеру, идите вперед. Отключитесь от любовных этих игр. Любовь и всякая эта хрень, это проходит. А вы остаетесь все разбитого корыта. Идите вперед, сделайте другие стремления в вашей жизни главными. Деньги, имущество, власть, сила, дети, здоровье, положение в обществе и прочее, прочее. А любовь, она сама приходит. Любовь искать не надо. Любовь искать не нужно. Если это настоящая любовь, она приходит в нужный момент, когда надо. Наслаждайтесь одиночеством, женщины. Какой кайф, утром встаешь, никто тебе мозги не делает. Сделай мне чай, сделай мне кофе, дай мне бутерброд, туда-сюда. Такой кайф, ты можешь убраться, думаешь, а можешь не убраться. Вот так лежу себе и кайфую. И никто мне не указывает. Ни свекровь, ни родня мужа, ни все там по очереди не ходят с шерингами. Какая красота, тишина, покой. Раз в день позвонишь, поговоришь там минут 20. А потом спокойненько себе живи. Я уже предпочитаю так жить своей жизнью. Я так решила, я так живу. Сейчас не потому, что там все плохо, нет. Потому что, судя по моему опыту, уже так надо жить мне. Я должна быть свободна. Все-таки согласитесь, что замужество где-то и рабство. Где-то надо вынужденно терпеть, выслушать что-то. А я свободный человек. Кто он такой, чтобы мне что-то сказал? Никто. Я такой же человек, как и он. Почему он должен надо мной властвовать? С какой стати? Кто это придумал? Религия? Не согласна. И не хочу соглашаться. Вот в Библии сказано в начале, да, что создал Бог мужчину, женщину, создал их. А потом что-то тишина, потом и взял ребро Адама, создал жену, и сказал, а потом уже он вообще проклял, когда сказал, муж над тобой пусть властвует. Да, это проклятие было, это не пожелание. Значит, власть мужчины – это все-таки проклятие для женщины, а не радость. Да я рада, если мужчина властвует, если он приносит деньги, если он строит дом, если он занимается обучением детей, выдает их замуж, устраивает их свадьбы, дает им приданое, если он вообще от всех этих оградил меня, всех забот и хлопот, да я так просто счастлива, если он главенствует. А если он валяется на диване с пивом
И говорит, ты знаешь, ты не знаешь, ты не умеешь жить, вот так надо. И ты тащишь на себе как вол, а он сидит и учит жизни, как надо жить правильно. Так хочется просто взять чем-нибудь стукнуть, чтобы он там сдох, эта скотина. Вот такая власть мне не интересна. Если мужчина хочет властвовать, он должен быть сильный, он должен быть лидер, кормилец, друг, наставник, помощник и вообще мужиком. А если он мудак и хочет властвовать над умной женщиной, вы знаете, что умные женщины всегда хотят сломать. Умные женщины боятся мужчины. А если им попадается умная женщина, вы никогда не думайте, что вы делаете ему добро, и он будет ценить это. И он будет говорить, вот, мне повезло, у меня такая жена, у меня такая женщина встретилась. Не думайте даже близко. Это чувство собственной ничтожности, этот комплекс неполноценности, что я не могу, а женщина может, заставляет их озлобиться. Они начинают сильную женщину грызть и уничтожать. Хоть одну сильную женщину спросите, кто-нибудь из мужчин оценил ее? Нет. Ты даешь ему денег, он тебя потом пьяный упрекнет. Да кто ты такая? Ты что думаешь, что у тебя деньги есть? Ты человек, да ты никто. Поняли, да? Вместо того, чтобы сказать, спасибо тебе, родная. Вот сейчас ты меня поддерживаешь. И ничего стыдного здесь нет. Ну и что здесь такого? Любишь человека, поддержишь, помогаешь на время. Бывает у всех кризисы. Так можно же так сказать? Это его гнетет, убивает. И он хочет тебя убить, уничтожить, чтобы себе кайф почувствовать. Знаете от чего? Вот я ее сломал. Кто она такая? Никогда не ждите, что они будут вам благодарны. Они сами будут жрать себя, угнетать, пить или что-то еще делать, да, в отместку, чтобы показать свое лидерство хоть в этом. И вам не дадут жить. И будут тормозить вашу карьеру. Согласитесь, что чувство, боль, издевательство, обида, она останавливает нас. Ведь эти постоянные эмоции, срывы, боль душевная, она же не дает нам вперед идти. Мы могли бы больше создать, а нас тормозят, нас тянут обратно. Мы стареем с такими людьми. А любовь должна обновлять, любовь должна окрылять. Что ты приходишь домой, тебя обнимают, целуют, как ты? Ну что там у тебя нового? А у тебя что? А пойдем в кафе посидим. Пошли в парке погуляем. Или сядут в машину вдвоем и едут по Москве, по ночному городу, смотреть город. Ты представляешь, вот это здание, когда построили? В 70-м, да ты что? И так держится. А вы знаете, как вот это вот душевные беседы. Пошли сегодня с тобой нажремся, выпьем чуть-чуть, придем в себя там, очухаемся, по-трезвому поговорим. Вот друг. Друг, которому ты звонишь и говоришь, мне плохо. Так, я к тебе еду, ты где? Он не говорит, что с тобой потерпи, у меня сейчас дела, он говорит, ты где, сейчас я приеду. Приедет и спросит, что у тебя случилось. Ты знаешь, я вот натворила делов, и не знаю, что делать. И друг скажет, да не переживай, ты все это нормально, мелочи жизни. Вот он друг. Я на работу поступила, я не знаю, справлюсь или нет. Да справишься ты, что думаешь, что все, кто для тебя там работает, все такие умные красавицы, они тоже ничего не знали. Постепенно пришли к этому, не переживай. Вот друг. Друг это не тот, который с нажравшейся мордой. Ты, слышь, если я услышу чего, я тебе натворила проблем, нехер был на эту работу ходить, я же тебе сказала, что ни хрена у тебя не получится. Друг это не тот, который радуется твоей боли, твоим неудачам. Друг это тот, который вселяет в тебе, что ты просто-напросто вот пуп земли, что у тебя все получится. Да ты такая умница, ты что? Ты забыла, вспомни, ты тогда вот справилась, тут сделал, там сделал, а здесь что ты не сможешь, еще как можешь. Окрыляет просто, летаешь в небесах. Это касаемо мужчин и женщин, кстати говоря. С двух сторон есть и женщины с несносным характером. Ребята, вот, друг, не обманывайте себя. Как можно любить человека, который издевается над тобой, который поворачивается, пошла бы ты, шваркнул дверь и ушел. Ночью пришел, ему что-то надо. Да я ж тебя люблю, ну ты не обижайся, у меня характер просто такой нехороший. Ты же знаешь, что я на самом деле тебя люблю. Это не друг, не обманывать себя. А тот, который видит, что у вас настроения нет, что-то сделали,
и говорит: знаешь что, давай вышли погуляем. Вышли, он начинает выводить вас на откровенность. Вот тут расплакались, рассказали. Он говорит: да, пустяки, ты что, я-то думал, там что-то великое случилось. Ну, подумаешь, ты там не так рассчитала на своей работе, ну, тебе там 15 тысяч штрафа. Да заплатим мы эти деньги, не переживай. Это небольшие деньги, не волнуйся, отдадим. А ты кредит взяла, со мной не посоветовавшись, такая-сякая, и вот пускай твои родители теперь платят, и пошла бы ты. А муж с женой для чего они есть вообще? Одно тело, говорим, да? Чтобы друг друга поддерживать. Настоящий муж скажет: ну ты глупая, ну зачем ты это сделал? Надо было ж меня спрашивать. Ну ладно, все, уже сделано, и нечего тут говорить. Сколько взяла? Столько? Ладно, отдадим. Я завтра поеду в банк, договорюсь, разобьют эту сумму и отдадим. Не переживай, забудь, мы все ошибаемся, ну и что теперь? Не стоит из-за этого вешаться и убиваться. Жизнь надо. Пошли они к черту, ну деньги же это всего лишь. Вот это друг. Вы поняли разницу? И вот с таким другом окрыляешься, и как такого друга не любить? Как бы ты его не любила вначале, ты потом его так полюбишь. Не зря же женщины выбирают тех, которые их любят, потому что знают, что когда тебя любят, он сделает все на свете, чтобы и ты его полюбила. Многие мужчины прекрасно осознают, что жена не любит его вначале, но они из кожи вон лезут, чтобы она полюбила, и она любит. А многие мужчины, которые осознают, что жена любит их, ведут себя как наглые скоты, и в конце концов разочаровывают эту женщину до того, что эта любовь превращается в лютую ненависть. Понимаете, почему любовь обманчива? Любите себя сначала, потом того, кто вас любит. Вот единственный рецепт счастья, другого нет. Удачи вам!